Привет, друзья! С вами канал Фактограф и топ-15 самых необычных фруктов в мире. На нашей планете есть множество разнообразных плодов, о существовании которых мы даже не догадывались. Удивительные заморские фрукты поражают причудливыми формами и потрясающим вкусом. Смотрите это видео до конца, если хотите узнать, как выглядит канистел, лонган, дуриан и блигия вкусная. Мы расскажем, какой экзотический плод похож на знакомый нам огурец, какой на яблоко, какой на рыбью икру, а какой на человеческую руку. Мы познакомим вас с самым дорогим, самым большим, самым вонючим, а также с ядовитым и одновременно съедобным фруктом. Список необычных плодов может быть бесконечен, но мы рассмотрим самые интересные из них. Оставайтесь с нами, будет познавательно и вкусно. Поехали! Гуава. Этот экзотический фрукт на вид очень похож на яблоко или грушу. Он покрыт тонкой кожурой зеленого или желтого цвета. Созревшая красная мякоть имеет приятные ароматы, сладкий либо кисловатый вкус, напоминающий ананас и клубнику. Гуава очень полезна и богата витаминами А, В и С. Она укрепляет иммунитет и поднимает общий тонус организма. Плоды гуавы можно кушать вместе с косточками и кожурой. Это все съедобно. Из этого уникального фрукта получаются отличные джемы, соки, желе, сиропы и даже специи. Растет гуава в теплых тропических и субтропических странах. Аки или блигия вкусная. Аки – грушевидный экзотический фрукт красного цвета. Когда плод созревает, его шкурка трескается и становится видна кремовая мякоть и 3 черных косточки. Не раскрывшиеся естественным путем фрукты содержат гипоглицин и являются ядовитыми. Спелую мякоть, как правило, отваривают в подсоленном кипятке, затем обжаривают на сливочном масле и так употребляют в пищу. Она имеет сладковатый вкус, напоминающий орехи с сыром. Но семена фрукта являются ядовитыми всегда. На Ямайке аки считается национальным фруктом и добавляется в качестве основного ингредиента во многие местные блюда. В странах Западной Африки незрелые плоды используют как мыло, а размятую мякоть как яд для рыб. Карамбола или тропическая звезда. Это ярко-желтый фрукт размером с апельсин. Плод имеет ребристую форму, похожую на мини-дирижабль, а в разрезе напоминает правильную пятиконечную звезду. Сочные хрустящие фрукты едят вместе с кожурой. Карамбола может быть как кислой, так и сладкой. В одном фрукте слышен микс сразу нескольких вкусов – яблока, цитрусовых, манго и винограда. Кислые плоды используют для салатов, а сладкие едят просто так. В карамболе содержится много витамина С, витаминов группы В, различных минеральных элементов, а также много щавелевой кислоты. Растут вечно зеленые деревья карамболы в тропиках и субтропиках, где преобладает влажный климат. Канистель или яичный фрукт. Необычные желто-оранжевые плоды с крупными коричневыми косточками выращивают в теплых странах Южной Америки и Азии. Название «яичные фрукты» они получили благодаря мясистой кремообразной мякоти, которая сильно напоминает сваренный вкрутую желток яйца. Зрелые плоды могут быть различных размеров и форм – овальные, круглые, веретеноподобные и даже похожие на сердечко. По вкусу канистель напоминает сладкий картофель, он очень полезен и богат витаминами. Чаще всего яичный фрукт добавляют в салаты и супы, используют при приготовлении десертов, а также едят в сыром виде. Лонган или глаз дракона. Кто хотя бы раз бывал в Юго-Восточной Азии, тот точно встречал этот вкуснейший экзотический фрукт. Плоды лонгана вырастают до размера грецкого ореха. Они имеют тонкую, но при этом прочную и несъедобную кожуру, которая легко отделяется от желеподобной полупрозрачной мякоти. В сердце фрукта находится черная косточка, которая выглядит как зрачок глаза дракона. Ароматная мякоть на вкус напоминает дыню и имеет приятное мускусное послевкусие. Плоды лонгана – это кладезь витаминов. Они содержат витамины группы В и С, кальций, фосфор, железо, органические кислоты. В традиционной китайской медицине этот фрукт используется в качестве седативного средства. Дуриан. В странах Азии растет очень необычный экзотический фрукт. Местные жители его описывают как «ад снаружи, рай внутри».
Дело в том, что плотная зеленая кожура с шипами обладает невероятно отталкивающим запахом. Представьте себе стойкую смесь аромата протухшей рыбы, гнилого чеснока и канализации. Такое зловоние издает дуриан. Именно поэтому в некоторых азиатских странах его запрещено приносить в закрытые помещения. Но если вы наденете перчатки, очистите плоды от шкурки и попробуете мякоть, вы не сможете забыть этот вкусовой взрыв. Нежная мякоть похожа на сливочный крем с нотами банана, манго и ананаса. Кроме того, дуриан богат кальцием, магнием, цинком, витаминами А, В, С и фолиевой кислотой. Но стоит помнить, что из 30 известных видов съедобные только 9. Монстера. Вечно зеленую травянистую лиану с сердцевидными порезанными листьями можно встретить во многих домах и офисных помещениях. Но мало кто знает, что в дикой природе тропической зоны монстера выращивается ради вкусных и ароматных плодов. Спелые фрукты с виду напоминают зеленые початки кукурузы. Под чешуйчатой кожурой находится съедобная белая мякоть и цветочные остатки, похожие на качан. Сочные сегменты мякоти едят в сыром виде в качестве десерта. По вкусу фрукт напоминает смесь ананаса и банана, а по текстуре – манго. Но не стоит пробовать незрелые плоды монстера, ведь они насыщены щавелево-кислым натрием, который раздражает слизистую и вызывает жжение. Цитрон пальчатый или рука Будды. Этот тропический фрукт притягивает взгляды своей специфической формой. Один плод цитрона состоит из множества продолговатых долек, похожих на щупальца или человеческие пальцы. Необычный цитрус покрыт толстой желтой кожурой, внутри него есть незначительное количество мякоти и часто отсутствуют косточки. По вкусу плоды напоминают горько-кислые лимоны, но в сыром виде их не едят. Из цитрона делают цукаты, добавляют в чаи и коктейли, используют как приправу. В нетрадиционной медицине этот фрукт применяют в качестве противовирусного и болеутоляющего средства. Благодаря особому аромату фиалки руку Будды используют в парфюмерии, а из ее кожуры производят эфирные масла. Янгмей. Китайская земляника, горный персик, восковница красная – так еще называют этих маленьких причудливых ежиков. Чаще всего дерево встречается в Китае и других странах Восточной Азии. Плоды янгмея похожи на засахаренные конфеты, которые случайно оказались на дереве. Плоды восковницы представляют собой круглую костянку с бугристой оболочкой, сочной мякотью и довольно крупной косточкой в центре. На вкус они одновременно сладкие, терпкие и немного едкие, чем-то напоминают коктейли из малины, клубники и вишни. Из плодов янгмея делают чаи, соки, джемы или едят просто так. Восковница содержит в составе множество витаминов, макро- и микроэлементов и является отличным антиоксидантом. Кивано. Этот экзотический фрукт также широко известен под названием рогатая дыня и африканский огурец. Плоды кивано растут на травянистой лиане и являются ближайшими родственниками обычного огурца. В зрелом виде они похожи на небольшую овальную дыню или переспелый огурец с мягкими шипами. Под толстой несъедобной шкуркой много бледно-зеленых семян и зеленая, напоминающая желе мякоть. Рогатая дыня по вкусу похожа на смесь банана и огурца с легким ароматом цитруса. Может употребляться как в сладком, так и в соленом виде. Кивано выращивают в жарких регионах Южной Америки, Африки, Новой Зеландии. Этот низкокалорийный фрукт считается плодом долголетия. Он богат витаминами и микроэлементами. Сахарное яблоко или аннона чешуйчатая. Этот необычный фрукт встречается во многих тропических и субтропических странах, но особой популярностью он пользуется в Таиланде, Бразилии и на Гавайях. По форме плоды похожи на знакомое нам яблоко или на большую сосновую шишку. Под бугристой кожурой зеленого цвета скрывается кашеобразная кремовая мякоть, которую выскребают ложкой. Она поделена на сегменты, и внутри каждого есть черная косточка. Сахарное яблоко обладает сливочным вкусом, напоминающим заварной крем.
Спелая мякоть является основой тайского мороженого и других десертов. Поедая тропический фрукт в сыром виде, не забывайте удалять косточки, ведь они являются ядовитыми. Кроме фантастического вкуса, аннона обладает богатым химическим составом и используется в косметологии и кулинарии. Купуасу. В дикой природе дерево купуасу встречается только в Бразилии. С виду этот фрукт напоминает огромный вытянутый кокос. Плоды покрыты толстой оболочкой и ворсинками. Внутри они заполнены белоснежной кремообразной мякотью, кисловато-сладкий вкус которой сравнивают с миксом шоколада и тропических фруктов. Также внутри есть семена, что размещены в 5 отдельных гнездах. Мякоть используют в десертах, ликерах и едят в свежем виде. Из семян извлекают жиры и используют в качестве растительного масла или косметических средств. Плоды купуасу – это самые дорогие фрукты на территории Латинской Америки. Цена стартует от $10 тысяч. Дело в том, что растение требует сложного ухода, а в пищу годятся лишь те плоды, что самостоятельно упали с дерева. Сорванный фрукт никогда не созреет полностью. Джекфрукт. Плоды джекфрукта – самые крупные фрукты в мире, растущие на дереве. Овальные гиганты весят в среднем 10 килограммов, а иногда могут вырастать и до 40. Их желто-зеленая грубая кожура полностью покрыта конусообразными бугорками. Мякоть поделена на желтые сочные дольки, и в каждой из них находится косточка. Спелый фрукт имеет приторно-сладкий конфетный вкус. Его сравнивают с бананово-ананасовым коктейлем со слабым запахом ацетона, который исходит от кожуры. Кроме того, шкурка содержит клейкий латекс, поэтому разделывать плоды рекомендуется в перчатках. Джекфрукт – наиболее распространенное фруктовое дерево Юго-Восточной Азии. В Бангладеше он является национальным фруктом, а в Индонезии – основным ингредиентом многих блюд. Джекфрукт называют индийским хлебным деревом, так как он имеет высокую питательность, но при этом является низкокалорийным диетическим продуктом. Опунция или сабрес. Это растение из семейства кактусовых, которое способно плодоносить. Зеленые, красные или оранжевые плоды формируются на древовидных кустарниках. Мясистые ягоды покрыты бородавчатой кожурой с колючками. Сочную сладкую мякоть едят в свежем и в приготовленном виде. По вкусу она похожа на смесь дыни, груши и огурца. Также внутри есть довольно крупные семена. Опунция имеет хороший химический состав и используется не только в кулинарии, но и в косметологии и народной медицине. Опунция происходит из Мексики, но сегодня ее можно встретить на всех континентах, кроме Антарктиды. В Израиле этот фрукт называют сабрес, и он уже стал символом страны. Пальчиковый лайм. В тропических лесах Австралии растут необычные вытянутые плоды, похожие на пальцы. Удивительный фрукт под названием пальчиковый лайм представляет собой миниатюрный мешочек, наполненный сочными икринками. Кислый цитрусовый вкус пузырьков напоминает лайм с легким хвойным послевкусием. Когда вы их кусаете, маленькие шарики лопаются, вызывая ошеломляющее освежающее ощущение. Сочные пузырьки используют в кондитерских изделиях, а также в качестве гарнира или приправы. Лаймовая икра выигрышно дополняет блюдо, придавая им новые вкусовые оттенки. Цвет тонкой шкурки фингер-лайма варьируется от зеленого до темно-бордового. Кожицу сушат и также используют в качестве пряности. Это был топ-15 самых необычных фруктов в мире. Какой из этих экзотических плодов вы бы с удовольствием попробовали, а к какому из них даже бы не притронулись? Делитесь с нами в комментариях.